Всех приветствую. Биткоин показал интересное движение, большое крупное снижение. Есть что обсудить, есть что посмотреть, есть что проанализировать на графике. В этом ролике, как всегда, посмотрим несколько метрик, новости и графики битка. Мы потихоньку подбираемся к экватору месяца март. И за все прошедшие дни на текущий момент у нас баланс минус 14%. Именно настолько упал биткоин с начала марта. Индекс страха и жадности показывает на сегодняшний день цифру 34, находимся в зоне страха, а всего лишь месяц назад данный показатель был в зоне не просто нейтральной, а даже жадности. Была цифра 58. На динамике видно как боковое нейтральное движение, которое продолжалось весь январь, февраль. В марте начало стремительное падение. Однако, если взглянуть на ликвидации лонгов и шортов, то вот, например, при таком сильном падении я ожидал увидеть на данной метрике столбец повыше. Но то ли метрика не обновилась, то ли действительно такие показания являются актуальными. На этом большом снижении ликвидаций очень мало, даже не дотягивает и до средних значений. Шортовые ликвидации ожидаемо также незначительны. Чего бы им ликвидироваться, если движение цены биткоина вниз. Также хочу порекомендовать вам отличную криптобиржу BinX. У нее сингапурская юрисдикция и нет обязательного прохождения KYC, то есть не нужно подтверждать свою личность документами, что особенно важно для трейдеров из России и Беларуси. Санкции там вас не достанут. Кроме спотовой и фьючерсной торговли криптовалютами с плечом до 125-го, на BinX можно торговать также и Форекс. Это различные валютные пары, также доступны индексы. Самые популярные из них это S&P 500, NASDAQ, Dow Jones. Также есть возможность торговли товарами, к примеру, нефтью, золотом и природным газом. Еще одной интересной особенностью биржи является копи-трейдинг. Если вы не уверены, что сможете самостоятельно торговать, то можно просто выбрать трейдера из списка на платформе, и его сделки будут автоматически копироваться у вас. Ну или если вы гуру трейдинга, то можете сами стать тем, кого будут копировать, и дополнительно зарабатывать еще и на этом. А теперь скажу пару слов о бонусах для тех, кто зарегистрируется по ссылке. В описании будет уникальный кэшбэк в 25% на торговую комиссию на целых 90 дней. Регистрируйтесь по ссылке в описании и торгуйте на бирже BinX. Где же ликвидность, которую можно собрать, нам подскажет карта ликвидации биткоина. На текущий момент мы находимся примерно в районе 19 900, и при движении наверх ликвидности практически нет, нечего здесь собирать. Хорошую зону мы так и не посетили, зону 25 300, там был максимальный объем, который хорошо бы подобрать и ликвидировать. Но при движении вниз ближайшая зона это 17 200. Неплохой объем. Если снижаться и не пробивать минимум, сохраняя структуру, то вот цель для движения биткоина примерно 17 200. Что касается новостей, то на повестке дня у нас одни негативные новости. Долго на них задерживаться не будем, посмотрим лучшие графики, но по заголовкам пробежаться стоит. В США предложили взимать с майнеров 30% от стоимости потребляемой электроэнергии. Минфин США выступил за введение акцизного сбора для майнинговых компаний в размере 30% от стоимости потребляемой оборудованием электроэнергии. Налог планируют вводить поэтапно в течение следующих 3 лет, увеличивая на 10% каждый год. Кроме того, майнеров обяжут сообщать, сколько электроэнергии и мощности они используют. Данный законопроект многие восприняли негативно. Да, казалось бы, майнинг не запрещают, но будет ли он рентабелен, когда 30% от стоимости электроэнергии нужно будет отдавать? Если цена биткоина, конечно, и другой крипты, которую будут майнить, полетит в небеса, то, возможно, для крупных майнеров эти 30% будут лишь каплей в их море денег. Еще одна негативная новость. Hedera подверглась взлому на неназванную сумму. Команда платформы Hedera Hashgraph сообщила о несанкционированном выводе активов из службы Hedera Token Service. В результате взлома неизвестными сервис смарт-контрактов в основной сети. Казалось бы, очередной взлом, но подвезли этот негатив именно тогда, когда и без этого взлома полно негатива в заголовках. Вслед за банком Silvergate, Silicon Valley, также очередной банк, демонстрируют проблемы. Венчурные инвесторы дистанцировались от Silicon Valley на фоне проблем с ликвидностью. 5 венчурных организаций с фокусом на цифровые активы рекомендовали своим портфельным компаниям вывести средства из банка Silicon Valley. 9 марта акции этого банка упали более чем на 60%, а его капитализация снизилась на 10 миллиардов долларов. Это произошло после того, как учреждение объявило о размещении почти всех своих ценных бумаг на сумму около 1,75 миллиардов долларов. В общем, очередной банк с проблемами, которые неожиданно оказались
именно сейчас. Еще одна негативная новость. Джастин Сан объяснил обвал токена Huobi поведением рынка. В принципе, все что угодно на рынке можно объяснить поведением рынка. Но Джастин Сан решил, что это подходящее объяснение. В ночь с 9 на 10 марта курс токена криптовалютной биржи Huobi рухнул на 93%. За 10 минут токен упал с $4,6 до 31 цента, после чего цена восстановилась до $3,87. В настоящее время вся работа биржи стабильна и непредвиденных происшествий нет. Эти колебания являются лишь результатом поведения рынка, заявил Джастин Сан. Он является главой Huobi. Получается то, что, по его словам, просто какой-то кит резко слил по маркету Huobi токен. И ликвидности настолько было мало, что это спровоцировало серию ликвидаций, и токен упал практически на 93%. И чтобы в следующий раз этого избежать, для повышения ликвидности Huobi запустит фонд в размере $100 миллиардов. Вы думали, это последняя негативная новость, но нет. Прокуратура Нью-Йорка подала в суд на биржу KuCoin из-за отсутствия регистрации в штате, назвав эфириум, Луна и UST ценными бумагами. Согласно иску, поданному генеральным прокурором Летицией Джеймс в Верховный суд Нью-Йорка, местным правоохранителям удалось купить и продать криптовалюты на биржу KuCoin. Вот чудеса, им удалось. При этом платформа не зарегистрирована в качестве брокера-дилера в комиссии по ценным бумагам и биржам США и в комиссии по торговле товарными фьючерсами, а также не имеет лицензии на ведение этой деятельности в штате. Тем самым сейшельская компания, торговая площадка, нарушила законодательство, утверждает прокурор. К тому же наехали они еще и на стейкинг, на кредитную программу KuCoin Earn, подразумевающую выплату процентов. Думаю, это не последний такой случай, если они подают в суд лишь потому, что у них появился доступ к той или иной площадке, и если они там смогли зарегистрироваться и что-то купить, и на этом основании они подают в суд, то вполне возможно они сейчас начнут шерстить просто каждую биржу, и туда, куда они смогут зайти и где смогут хоть что-то купить, сразу эта площадка получит от них, так сказать, повестку в суд штата Нью-Йорка. Ну теперь давайте посмотрим, что происходит на графике биткоина, и данное падение не стало чем-то неожиданным, по крайней мере для тех, кто смотрит этот канал. Давайте посмотрим на дневки, немного другой масштаб выберем. Напомню, что основной сценарий движения биткоина для меня сейчас такой. Мы сформировали импульс, и сейчас находимся в коррекции этого импульса. Данная структура будет актуальна до тех пор, пока мы не пробьем вот этот лой, сформированный в ноябре 2022 года. Цена примерно в 15 500. Если приблизить и посмотреть на 4 часах, в телеграм-канале я публиковал небольшой апдейт, когда мы пробили локальный лой, вот этот прогноз, я публиковал информацию о его отработке. Удаляем, все прекрасно сработало, локальный минимум был пробит, и движение направилось в отмеченную зону, которую также мы обозначили уже достаточно давно. Что это за зона? Это зона оптимальная для коррекции вот этой волны 2. Начинается она при цене в 21 480 примерно, и нижняя грань этой зоны находится примерно на 19 тысячах. Также в этой зоне присутствует вот такой уровень поддержки на данный момент. Находится он примерно на 19 800 и является он таким историческим уровнем. Сейчас покажу, откуда он у нас идет. Это не что иное, как пик бычьего рынка 2017 года. Вот здесь он у нас отскочил, проторговался несколько лет, и вновь уже в 2023 году уже сверху мы тестируем этот же уровень. Переходя снова на 4-часовой график, мы видим, что подходя к этому уровню у нас растут объемы, однако на индикаторе дивергенции нет. В любом случае, что касается торгового плана. Так, давайте я вот это вот рисунок удалю. Здесь все остается без изменений. Что касается торгового плана. По завершению снижения и после завершения формирования волны 2 все остается без изменений. Я ожидаю волну 3. Цели волны 3 возможно будет построить только после того, как мы сформируем окончание волны 2. Но минимум это возврат к предыдущим пикам, вот сюда. Это совсем прям минимум. Это даже если это будет не волна 3, а, например, если это все-таки будет коррекция в волне А, Б, и это будет С. Это цель для волны С. Ну, давайте вернемся, что у нас происходит сейчас. Можно ли сказать, что волна 2 завершится в ближайшем будущем? Да, произойти может все, что угодно, но для меня основным сценарием сейчас является вот такая структура. Что сейчас мы развиваем лишь волну А, будет волна Б и еще волна С. Пока данное движение не похоже на зигзаг. Здесь движение больше похоже на импульс. То есть волна 1, 2. Сейчас мы находимся, то есть в тройке волны А. Вполне возможно будет отскок в волне 4 и еще одно снижение в волне
5, на которой будет сформирована дивергенция, и по завершении этого импульса можно рассчитывать на более серьезный отскок уже в волне B данной коррекции. Текущую область я удалю, так как мы ее уже посетили, мы можем рассчитывать здесь на ближайшем будущем разворот. Давайте лучше построим область для волны 3. Как это ни странно, но мы как раз находимся в этой области. Переключаемся на часовик. Что мы видим на часовике? Мы видим уже небольшую дивергенцию, снижение объемов, а это значит, что вполне вероятно, что можем увидеть отскок в волне 4 уже в ближайшем будущем. И давайте посмотрим ориентировочную зону, если мы сильно не уйдем ниже уровня 19800. Куда может быть отскок в волне 4. Вот эта зона. Первая цель это 21400 и верхняя зона данной области это 22400. Она совпадает с предыдущей проторговкой, плюс вот здесь был также уровень. В общем, зона весьма логичная и достижимая. Но волну 5 рассчитывать будем только после того, как сформируем волну 4. Пока оставим ее здесь. Вот такое видение у меня по биткоину на данный момент. Ушли мы в большую волну 2 и вполне вероятно находимся сейчас во внутренней волне А данной коррекции. Давайте теперь посмотрим еще вот такую штуку по биткоину. Это у нас фьючерсы на CME. Чикагская товарная биржа. Переключаемся на дневку и видим, что мы закрыли гэп. Гэпы чаще всего закрываются. Наверху у нас два гэпа еще не закрыто. Это на уровне 34400 и примерно 27300 два гэпа. Но снизу мы оставили гэп. И сейчас вот на этом движении мы его закрыли. Так что данную зону можно удалять. И теперь этот магнит можно не опасаться, так как если бы мы улетели выше без этого снижения, то этот гэп все равно бы нас так или иначе манил и тянул, можно так сказать, для того, чтобы цене еще раз сходить сюда и закрыться. Но хорошо, что мы уже, так сказать, не отходя от кассы, сразу же его закрыли, и теперь есть возможность по завершению коррекции в волне 2 идти наверх. Что у нас по эфириуму? Здесь аналогичная ситуация, как и на биткоине. Снижение, как предполагалось, в отмеченную зону. Все состоялось, прогноз отыграл. Стрелочку эту удаляю. И также начинаем формировать волну 2. В зону мы пришли. Ее убираем и наблюдаем. Я торгую от лонга. И теперь я просто жду, когда завершится это падение. Падающие ножи не ловлю. При появлении факторов на разворот буду рассматривать варианты входа в лонги. Перейдем на 4 часа. Также у нас здесь никаких дивергенций. Это говорит о том, что еще разок мы можем сходить вниз после коррекции в предполагаемой волне 4. Давайте все-таки здесь поставлю. 1, 2, предположительно 3, 4, 5. Это у нас будет вполне возможно волна А, Б и С. Пока основной сценарий для меня именно такой. На эфириуме также мы находимся в оптимальной зоне для завершения волны 3. Если данное движение не уйдет сильно ниже, то оптимальная зона для волны 4 при походе цены наверх начинается с уровней примерно в 1500. Обновления будут публиковаться также на этом YouTube канале и в Telegram канале, если у меня не будет времени записать видео. А на сегодня все. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на Telegram, регистрируйтесь по ссылке в описании на бирже BinX. Всем удачной торговли и счастливо!